Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что же, меня зовут Илья Волков, я представляю проект «Молекулы». Мы вновь в эфире в проекте «Молекулы 24/7». Присоединяйтесь, я рад видеть всех. Этот прямой эфир у нас с вами особенный. Мы его долго готовили, потому что сегодня к нам присоединится один из величайших парфюмеров, которые есть в сегодняшнем мире. Это основоположник итальянской нишевой парфюмерии, которого зовут Серджо Момо. Да, мы ждем, когда он присоединится. У нас сегодня есть возможность задать ему в прямом эфире вопросы. У нас есть возможность с ним пообщаться. Вопросы мы собирали во многом заранее, для того, чтобы Серджо было легче сразу же на них ответить. Поэтому те вопросы, которые вы будете задавать в прямом эфире, мы, скорее всего, посвятим им отдельное видео, и вы сможете увидеть ответы на них от Серджо, что называется, в записи. Так. Угу. Так, отлично. Всем привет, всем привет. Итак, мы ждем Серджо. Мы ждем Серджо Момо. Так. Приветствую всех поклонников Серджо Момо. Xerjoff. Да, обратите внимание, то, что в этот раз я решил самоизолироваться в бутике Xerjoff. Да, и, в общем-то, не представляете, с каким счастьем я вошел сюда. Так. Здравствуйте, дорогие поклонники высокой парфюмерии. Отлично. Ага. Ну что же, мы готовы начать. И сейчас к нам подключается сам Серджо Момо. Серджо, hello. Hello, how are you? Oh, I am fine, absolutely. Do you recognize what is behind me? No, I never see it. You never see it? Yes, nice. Especially for this live, we built a boutique for you. Fantastic. I'm really happy to see you. Yeah, nice to see you as well. Yes, I'm really happy to see you healthy. I'm really happy because we were worried about you. Ну что же, я действительно рад видеть Серджо, я рад видеть Серджо здоровым, потому что мы переживали. Но, как известно, парфюмерия – это лучший антисептик, и, наверное, ничто не может взять, в общем-то, парфюмера. Да? I'm happy to see you healthy, and as I told in Russian, that I think that perfume is the best antiseptic. Yes, because it is. Yes, that's why all viruses, if you use perfume, absolutely cannot disturb you. Absolutely, true. Absolutely. True. Okay, Sergio, we have only 1 hour because this is permission which will let us to keep this live, and after everybody can see this live after our conversation. Correct. That's why, as you know, before our meeting, we gathered questions from our followers in Molecule and in Xerjoff, and I resent you these questions. Yes, and I suggest to do like this, that I will ask you on Russian, and we'll tell you maybe number of these questions. Yes, and you can answer me, and I will translate. Ну что ж, дорогие друзья, я сейчас сказал Серджо то, что к этому эфиру мы готовились, и для того, чтобы он был наиболее интересным, и чтобы не столь была видна, что ли, проблема перевода, то мы решили собрать вопросы Серджо заранее, для того, чтобы он мог, в общем-то, подготовить на них ответы, поэтому я вопросы буду задавать по-русски, ну и уже дальше буду просто переводить. Ну что же, я думаю, то, что начнем. Okay, first question on Russian. Серджо, первый вопрос, который задавали наши пользователи, это в чем секрет вашего успеха в бизнесе, да, ну и в частности в парфюмерии? About your secret of success. Well, I think is that since the very beginning of Serджо, we have outlined some mainstreams, which there were, of course, the quality aspect, the natural aspect of our creations, creativity. That is a very important element of our creation.
And we basically stood very close all the way. It's becoming now 15 years. That to those two main principles. Okay, I will translate. Ну что ж, Серджо говорит, все началось с того, что, наверное, с самого начала, да, когда мы решили не следовать каким-то такому мейнстриму и основным трендам, и сосредоточиться на том, что для нас действительно очень-очень важно. Ну, во-первых, конечно же, это качество, да, поэтому первый, наверное, секрет нашего успеха – это особенное качество ароматов, которые делает Серджо. Это близость к природе и к натуральным компонентам. Это очень-очень важно для Xerjoff. И третий элемент – это, конечно же, креативность, творческое начало, то, что каждый аромат – это действительно такое произведение искусства. Yes. Yes. So mainly, that's the main objective. We never actually left. We never give up to those two main important elements of the very first day that we created Serджо. So the creativity and the quality and the made in Italy, of course, blended together. We are still very much focused on these 2 or 3 elements. Да, и самое важное то, что вот по прошествии уже стольких лет, сколько существует бренд, мы никогда не снижали планку качества, да, мы никогда не шли на компромиссы, и поэтому креативность, натуральность, высокое качество компонентов, ну и, конечно, то, что все это сделано в Италии, да, в общем, всегда были основами Серджо Момо. Окей, the next question. И следующий вопрос. Правда ли то, что имя бренда Xerjoff произошло от детского, ну, такого прозвища, что ли, Серджо Момо? Is it true that it is your nickname? Yes, it's true. It's true. Да, это правда. My name when I was very little, well, of course, my name is Serджо. My nickname was Joff. And since I was very little in the family and with friends, my name was Joff. Да, да, конечно, меня зовут Серджо, да, но как раз в детстве меня называли Джофф, да, поэтому мое уменьшительно-ласкательное, которое использовалось в моей семье, это был как раз Джофф. When I was older, I went to work in London, in UK, for a few years, and as a joke, my friends, you could call me Sir Joff. So that's what I put the 2 things together, and Serjoff became a new name. Да, и уже, конечно, когда я вырос, и когда я уже учился, я провел несколько лет в Англии, и вот там мои друзья меня так шутливо называли, да, в общем-то, они называли меня Серджо, то есть Серджо, да, и Серджо, в общем-то, превратилось в название, да, моего бренда Xerjoff. Так что это действительно так. Okay, and the next question, or you can continue to answer? No, it's okay. That's finished. End of the story. Very simple. Okay. Very simple. I think следующий вопрос, который пришел к нам в Инстаграм, на мой взгляд, он такой глобальный и очень-очень-очень важный. Это вопрос, который касается не просто бренда Xerjoff, но он вообще касается этой категории парфюмерии. Да? Итак, нишевая парфюмерия. Мы с вами несколько раз уже на предыдущих прямых эфирах о нем говорили, и мне очень интересно в очередной раз услышать мнение Серджо по этому вопросу. Итак, нишевая парфюмерия. Что этот термин означает для Серджо Момо? И в чем, с точки зрения Серджо, принципиальная разница между нишевыми ароматами и обычными, условно, коммерческими ароматами? That's question number 3, correct? Yes. About niche perfumery. Yes. First of all, what it means, niche perfumery, it means working in an artistic environment. Итак, что означает? Во-первых, да, нишевая парфюмерия, когда ты работаешь в нишевой парфюмерии, означает то, что ты работаешь в неком таком художественном окружении. So it's not just a business, it's not just work. It's actually it's work which is actually melted together, it's merged with the creative environments. Это не просто бизнес, это не просто работа. Это работа, которая является неким таким воплощением и соединением воединое целое вот того артистического, художественного окружения, которое у тебя есть. To answer to the second part of the question, the difference between the niche and other sector of the perfumery,
The difference is that niche is actually a personal expression of perfumery. Отвечая на вторую часть вопроса, в чем принципиальная разница между нишевыми ароматами и вот обычными массовыми, то следует сказать про то, что нишевый аромат – это всегда личное высказывание. Это личное высказывание парфюмера. So a niche perfume brand is like a creative house. It's not connected with any kind of international marketing parameters or belonging to big multinational. We are independent in our thinking and our creativity. So that is the main difference. И, конечно, для понимания нишевости очень важно, что нишевый бренд, он независимый, точно такой же независимый бренд, как Xerjoff. Он не связан с таким мировым маркетингом, он не является частью какой-то мультинациональной компании, где, в общем-то, определяют, что в этом бренде должно происходить. Да, это исключительно личное высказывание, и это независимый парфюмерный дом в данном случае. Поэтому Серджо говорит, что это, наверное, одно из самых важных, что определяет нишевую парфюмерию. Это правда. Thank you very much. I think it is very interesting because I think Xerjoff, it is really like art and luxury without compromises. And I think all today's world is world of compromises. When you need to do something to sell, something to do, and you never do it. Thank you very much for this. И я сказал Серджо, да, то, что спасибо большое за этот ответ, потому что сегодняшний мир парфюмерии, это действительно очень часто мир компромиссов, на которые никогда не идет Серджо. Потому что когда ты что-то создаешь, ты так или иначе должен придумывать, вот что-то там подделать, чтобы это было легче продать или как-то еще. У Серджо действительно такого никогда нет. Okay, and the next question. И следующий вопрос. Какие у Серджо Момо есть главные источники вдохновения? About your source of inspirations. Yes. Well, there are a few, of course. The first one is history through the books and museum. That is the first source of inspiration. Их, конечно, несколько. Первое – это история. Это история и истории, которые я черпаю из книг, из музеев, из исторических фактов. Поэтому это для меня очень важно. Это первая часть моего вдохновения. And the second one is traveling. Traveling helps a lot to meet new people, to get to know new cultures. So, of course, that helps a lot. And I hope I can resume that very quickly, very soon. Итак, второй источник вдохновения, конечно же, это путешествие. Путешествие, потому что ты много путешествуешь, ты постоянно черпаешь вдохновение от других людей, от других культур, и как раз, так сказать, выражение этого источника вдохновения, я надеюсь, что вы очень скоро еще один узнаете. Yes, inspiration can come any moment. It's not a 9-to-5 work, of course. So it can come at night, can come during weekends or in the evening. So it's just like a sparkle. It just happens because you see something, you connect, and then you think of a story and you do a creation. Да, ну и, конечно, вдохновение – это нечто, что тебя может посетить в абсолютно любой момент. Это не так, то, что ты приходишь на работу с 9 до 5, да, и вот там сидишь, вдохновляешься, а потом забываешь про это. Нет, творческий процесс, он происходит постоянно, он может быть вечером, ночью, да, скорее это вот некая такая искра, которая вдруг тебя посещает, и ты должен вот именно эту искру воплотить в своих работах. Thank you very much. It's it is absolutely true because every time when we smell Xerjoff fragrances, for example, I know myself and my colleagues and our customers who really smell it and feel it. And yes, I mean, in Serджо, as you know very well, because we've been working together a long time. Yes. And you know, Serджo has a very big range of perfumes, which are divided in collections. And this is very important because every collection is a sort of inspiration and tells a story, tells a different story.
Да, и как раз я сказал Серджо, то, что это действительно так, потому что когда ты слышишь ароматы Серджо, ты действительно проникаешься этими историями, которые Серджо изложил, и Серджо Момо подтвердил мои слова. Он говорит то, что да, в Xerjoff у нас много коллекций, и ароматы разделены на коллекции. В общем-то, эта коллекция, они как раз и отражают вот такие вот источники вдохновения, да, которые посвящены той или иной теме, той или иной истории, которую можно прочитать в этих ароматах. Great, thank you very much. And the next question, следующий вопрос Серджо Момо звучит так. Есть ли у Серджо Момо муза? Да? И бывает ли такое, то, что он ассоциирует или посвящает определенный аромат отдельному человеку? Yes, question about your muse. Yes, that is a question that I'm always being asked in Russia, only in Russia. That means you are very romantic. Да, и Серджо говорит, что этот вопрос, который мне всегда задают в России, причем только в России, это такой знак, то, что вы, видимо, как-то по-особенному романтичны. No, actually, no. I think my muse is actually our clients, to be honest. Да, но если честно, то практически нет. Ну, на самом деле нет. Может быть, если считать вот такими музами, да, то, наверное, это мои покупатели, если быть честными. So the feedbacks that we get from the clients from everywhere in the world are the source of inspiration as a muse. Doesn't matter if it's a man or a lady, it's a customer, and the customer is the true feedback of what we do. So we get inspired by them. Да, и по сути дела, вот роль музы выполняют наши покупатели, и неважно, это мужчина или женщина, но та ответная реакция, те отклики на наши ароматы, то, что они воспринимают в наших ароматах, является как раз одним из ключевых источников вдохновения. Поэтому, в общем-то, музы вы все. Yes, great. Every customer is a muse. It's a great. I think it is the most important for niche perfumery also, because yes, it's a personal attitude, personal inspiration, but this inspiration and attitude which founded on feedbacks of customers makes really like a secret of success. Yes, to return on the first question. No, that's also, it's very important, and it's something that you learn with the years, with experience. So at the very beginning, you create something that you think is good, but then as the year comes by, you learn from the customer that what you do is correct or is not correct. So it's a kind of a artistic relationship, if you can call it like that. Да, и, конечно, я сказал Серджо, да, то, что Xerjoff это действительно очень важно, потому что хотя каждый аромат это такое личное высказывание, источник личного вдохновения парфюмера, однако, когда он сочетается и основан в том числе еще на поклонниках этого парфюмера, на их точке зрения, то в этом, наверное, и есть секрет успеха. И Серджо говорит, да, это очень важно, потому что вначале, когда ты создаешь только первые свои ароматы, то ты, в общем-то, создаешь что-то, то, что ты считаешь нужным, но дальше, когда ты общаешься с покупателями, то их, в общем-то, мнение, их отклики оказывают на тебя огромное влияние, и ты не то, что прям подстраиваешься под них, но ты действительно используешь это как источники своего вдохновения еще дополнительно. Thank you very much. Поэтому все будьте осторожны, когда будете высказывать Серджо, что вы думаете о его ароматах. И даже не то, что будете осторожны, а, наверное, высказывайте как можно больше хорошего. И помните, что каждое ваше слово для Серджо настолько важно, что потом он так или иначе, оно может сыграть в этих композициях. Okay, Sergio, and the next question about shape of your bottles. И следующий вопрос по поводу флаконов Xerjoff. Почему они именно такой формы и какая история за этим скрывается? Yes, like I said before, Xerjoff is the Xerjoff portfolio is built by different collections from the very beginning. Ну что же, как я уже говорил, то что с самого начала Xerjoff, как бренд, портфолио Xerjoff всегда было несколько коллекций, то есть ароматы все были разделены по темам с самого начала. And this collection were created year after years with different meanings. Every collection is a different meanings, different
olfactive directions. Да, и эти коллекции, они выходили одна за другой в течение нескольких лет. И каждая коллекция, она в принципе означает еще разные смыслы. Да, причем не только концептуальные смыслы, но и ароматные, то есть олфактивные, они отличаются по звучанию, эти ароматы. So, up to a certain point where we had too many shapes, too many look on the shelf, and I realized that it was becoming confusing for the customer. You see, this is one shape, this is the other shape. So there were kind of a similarity, but different shapes. Да, и поскольку коллекции походили постепенно, и каждая из них имела свой смысл и ароматный смысл, то Серджо вначале для каждой коллекции создавал свою форму флакона. Вы видели то, что показывал Серджо, да, так выглядела марка Xerjoff раньше. И несколько позже они все-таки приняли решение о том, чтобы объединить это в единое целое. Угу. И вот сейчас... Now this is the combination, yeah, is the result of different previous shape. You see, this is a square shape, this is hexagonal shape. So the result is now this, which puts together all the history of Xerjoff. Да, и вот по сути дела современный флакон, который Серджо показал, I can show also. Современный флакон, который Серджо показал, да, это некое объединение разных элементов дизайна из разных коллекций, да, то есть вот эти грани, они пришли еще от тех моментов, когда ароматы некоторых коллекций были в таких параллелограммах, да, то есть квадратных флаконах, да, или гексагональной формы. И, в общем-то, сегодняшний флакон, по сути, делает такой результирующий вектор работ Серджо над несколькими коллекциями в течение нескольких лет. There is a Maribella which is asking if we collaborate with any designers. I was reading now, and no, I design everything in Xerjoff. So the design of the shape of the packaging is all done in house. Да, и вот Марибелла, пользователь, как раз задала вопрос, который прочитал Серджо. Я могу сказать то, что Марибелла задавала, по-моему, и этот вопрос, если мне не изменяет память. Работает ли Серджо, сотрудничает ли он с какими-либо дизайнерами? Серджо отвечает нет. Весь дизайн, все флаконы Серджо создает сам. Только сам. Okay. You want to continue to ask on these questions in live? Well, no, yes. Somebody. There is people from of course from Russia, which I say hello to everybody. People from Saudi as well, which are connected with Saudi, that's very nice. Somebody's asking me how many fragrances I wear during the day. Well, sometimes. Вот, например, вопрос, который тоже был задан в прямом эфире: сколько ароматов Серджо носит в течение дня? Yes. Sometimes I wear only one. Sometimes I wear 10. It depends if I'm working with fragrance, so I have to try, so I wear 10, 12. Да, и это зависит, на самом деле, говорит Серджо. Иногда я могу носить только один аромат, иногда я в течение дня могу носить 10 ароматов. Это зависит от того, если я сейчас работаю над созданием ароматов, то, конечно, мне нужно экспериментировать, я постоянно ищу, проверяю на себе, как в итоге будут звучать те или иные ноты и аккорды. Great. Yes, if I'm working, if I'm tasting some new perfume, a new direction, of course I wear many perfume during the day. Then I wash my hand and carry on. If I'm just working in the office or traveling, one perfume a day is I think is enough. То есть, если я работаю над созданием какой-либо композиции, то я постоянно ее пробую на себе, я постоянно мою руки с тем, чтобы нанести какую-то новую часть этой композиции. Если же я где-то путешествую, да, или не в лаборатории, то мне, как правило, достаточно одного аромата, в общем-то, на день. Hi, Jimmy. Okay. Okay. People from Sweden, from London, from Saudi, that's very good. Iran. Yes. Everybody is welcome in Moscow. Yes, we are waiting for everybody now. Moscow boutique, in Xerjoff boutique here. As you see, it is, I think, one of the most beautiful. It's beautiful indeed. It's very, very nice. Yes. Yes. Very beautiful.
That's why for me, we are very, very proud of the Moscow boutique. And we are very proud our Molecule Project and Aesthetic Looks are very proud to work with you also, Серджо. Да, Серджо говорит то, что он действительно горд тем, своим московским бутиком, но я от себя добавляю то, что проект Molecule точно так же горд работой с Серджо, и мы действительно счастливы, потому что, по сути дела, бутик Xerjoff — это один из самых первых вообще в истории России бутиков, который вот отдельно посвящен одному бренду, одному парфюмерному бренду. То есть до момента его открытия, в общем-то, по сути дела, таких и не было больше, да, были только какие-то там в торговых центрах. I told that Xerjoff boutique in Russian history may be one of the first single stain store on the street, not inside malls or etc. Yes, it was a really new experience for Moscow, for Russia. That's why everybody from Saudi, from London, from Sweden, welcome Moscow. Yes, you will see that it's not no how to say, that it is the same level as boutique in Torino. Okay. No, it's very nice. I mean, the shopping in Moscow is fantastic. It's always been a very high level. The area where the Sergio boutique, the Patriarch Ponds, is a fantastic area, full of artists and a lot of things happening 24 hours a day. So also the spot, the area where the boutique is truly beautiful, the upcoming area. So it couldn't be better. It could not be better. Thank you very much. И действительно, Серджо говорит то, что ему безумно нравится московский бутик, да, его московский дом в какой-то степени. И место, где он находится, это Патриаршие пруды, в общем-то, откуда я сейчас в данном случае вещаю. Сама эта область, да, где столь много различных творческих людей, художников и вообще творческой интеллигенции, так сказать. И это настолько соответствует и самому бренду, что лучшего места, наверное, просто невозможно было бы себе представить. Okay, great. Thank you very much. And thank you. Okay, what about next question? And I think it is very interesting for discussing also. And this question about your favorite notes. И следующий вопрос, это вопрос о том, какие у Серджо Момо любимые парфюмерные ноты. Well, of course, there are many ingredients, many notes that everyone in the field needs to work on. I need to tell you at least 6 or 7, because one or two is I cannot do that. На самом деле вопрос непростой, да, потому что здесь я действительно постоянно исследую, так сказать, поставщиков парфюмерных компонентов, я постоянно выбираю те или иные ноты, и чтобы ответить на этот вопрос, на самом деле нужно перечислить как минимум там 6-7 нот, не одно, два. So let's start with the more Mediterranean notes. So the iris and the neroli are two ingredients which are particularly fond of. Да, ну следует начать, наверное, с, так сказать, средиземноморской группы нот, да, и два компонента очень важных, это ирис и нероли, которые, ну, вот, особенно важны для нас. Vanilla, of course, is something that everybody who knows Sergio, you find 90% of the time vanilla. So vanilla is something which we are very, very fond of. Да, ну и, конечно же, ваниль. Ваниль для меня очень-очень важна. Вы знаете то, что в 90%, наверное, ароматов Xerjoff так или иначе входят оттенки ванили. Then we have all the woody area. So the sandalwood and the oud, of course, is very important. And Очень важно для нас древесные ноты, да, это и сандал, и, например, иудовое дерево, которое мы тоже часто любим использовать. And then we have the resins, like the poponax, the benzoin. Those kind of resins are particularly fond of because they really makes my perfume travel a lot. So resins is something which I'm very fond of. Ну и, конечно же, это смолы.
Это смолы, такие как бензоин, бензойная смола или апопанакс, да, и они действительно для меня очень важны, и смол я использую много, и часто я путешествую, как раз привожу их из таких путешествий, поэтому это действительно особенная и важная для меня вещь. Yeah, then of course the musk, the amber, and the rose jasmine. Those are sort of very frequent in our palette, of course. And I like to remind that it's not so much of the ingredient, but it's the quality of ingredients which really matters. Да, ну и, конечно же, это и цветы, это и розы, и жасмины, и многие другие, да, но я всегда подчеркиваю то, что здесь важен не просто даже сам, это вопрос не о самих компонентах очень часто, а именно о качестве этих компонентов. I know that you use a very special type of jasmine, for example, at least in one fragrance. Yes, I know this story. Maybe you will tell us as example of this quality of ingredients also. И я задал вопрос, я знаю то, что Серджо использует, ну, как минимум, в одном из своих ароматов жасмин очень-очень особенного уровня и очень особенного качества. И, может быть, Серджо как раз нам расскажет эту историю? Yes, like everybody knows, there are mainly two different kinds of jasmine. Yeah, one is the Egyptian and one is the Indian. Да, ну, наверняка многие, кто разбирается в парфюмерии, знают о том, что существует, в принципе, две основных группы сортов жасмина. Один жасмин – это индийский, а другой жасмин – это египетский. So many years ago, when I was in Egypt, I was talking with a young gentleman, which was explaining to me that his family, since many generations, was distilling jasmine in a very particular way. И вот однажды, много лет назад это уже произошло, когда я был в Египте, я познакомился с одним молодым человеком, который, в общем-то, мне рассказал о том, что семья его занимается дистилляцией жасмина, причем использует очень-очень особенную технологию, и занимается она этим уже на протяжении нескольких поколений, нескольких веков. So this jasmine is that we still use it now in Dama Bianca from Casamorati, has this kind of a particularly powdery, soft powdery effect, which is very far from the spicy jasmine that you can detect in the Indian version, in the sambac. So sometimes traveling, that means finding this different way of distilling or working with the elements, which makes a difference. Ну что же, и в частности, вот этот жасмин египетский, который я использую, говорит Серджо, он такой очень-очень мягкий, он очень пудровый. Я его использую, например, в аромате Дама Бьянка Casamorati. И он очень сильно отличается от других жасминовых нот, да, с их часто таким пряным оттенком или таким как будто удушающим слегка оттенком. Да, и в этом, конечно, вот как видите, источник вдохновения в данном случае пришел из путешествия, и это не просто вдохновение, а прямо целый найденный компонент, который сейчас можно найти только в бренде Casamorati. Yes, it is very interesting. Really. Okay, and next question is still about ingredients. Yes, about combination of ingredients. И следующий вопрос, на мой взгляд, он очень интересный. Он очень интересный с точки зрения разобраться вообще того, как Серджо думает об ароматах. Да, это путешествие, вот он нашел какой-то компонент. И следующий вопрос, какие компоненты с точки зрения Серджо наиболее сложные, вот именно комбинация компонентов, как я понимаю, когда ты создаешь аромат, когда ты комбинируешь их, и почему, в чем заключается эта сложность? Well, I think that this question is the answer is a cultural answer. I explain why I'm saying that. На самом деле, Серджо говорит, что ответ на этот вопрос, даже он относится не столько к технологической сфере, сколько к культурной сфере. Сейчас, говорит, я объясню, что я имею в виду. So, in Europe, we have what I call the European school, yeah, the French, English, Italian style of creating fragrances. В Европе у нас есть то, что называется европейской школой, да, создание ароматов, это английское, французское, итальянское. Then we have recently find out about a different way of creating fragrance from the Middle East, from the Southeast Asia and Middle East.
И относительно недавно мы для себя, по сути дела, открыли вот такую определенную новую школу парфюмерную, новый стиль парфюмерный, да. Это, если хотите, такой ближневосточный стиль создания ароматов. So the most difficult, but also the most interesting, is to merge, is to fuse the two together. И, наверное, самое сложное и при этом самое интересное, это как раз соединить вместе эти два часто противоположных стиля, две парфюмерных школы, восточную и европейскую. So when you have the perfect balance between two cultures, then it's very difficult, but then you have something winning, like Alexandria, for example. Да, и когда у вас есть вот такой вот баланс между, когда вы достигли гармонии между вот соединением этих двух культур, что на самом деле невероятно сложно, но если вы достигли вот гармонии, если у вас все получилось, то вы сделали что-то такое, как сказал Серджо, обязательно выигрывающее, да. Вот, например, такой аромат, как Александрия. Yes, because later you were going to ask me about Alexandria, and that is also putting together the same question and actually giving you two answers. The reason why Alexandria is so successful, I believe, is because it's the perfect combination of two different cultures, a traditional European culture and the Middle Eastern Oriental culture. Ну что же, очень здорово то, что Серджо говорит. Чуть ниже должен был быть вопрос по поводу Александрии, в чем секрет ее невероятного, такого пьянящего, фантастического воздействия на окружающих, на людей. И действительно, это один из самых выдающихся ароматов, которые есть. И Серджо отвечает, что вот секрет такого тайного смысла Александрии как раз вот в этой очень сбалансированной, очень гармоничной комбинации восточных нот, вот такой стилистики создания именно ближневосточной школы парфюмерной с европейской. И вот это соединение того, что самое лучшее оттуда и самое лучшее оттуда, в гармонии Александрии как раз обеспечивает такое совершенно невероятное звучание аромата. Thank you. It is true. Alexandria is unprecedented fragrance, and I know it very well, and I think like sign of quality of fragrances, because when you show Alexandria somebody first time, sometimes we have no positive reaction, but on blotter, I mean on paper, but yes. If you spray it on the skin, and you can be sure that after one day, maybe after 1 week, this person will call to the store and will ask, oh, what you put on me, what it was, what it was. It is true. Это действительно так, я сказал Серджо, Александрия это что-то невероятное, потому что даже удивительно она сделана. И я поделился с Серджо своим собственным опытом, когда ты только-только знакомишь человека с этим ароматом, особенно если это на блоттере, то, как правило, как ни странно, Александрия, будучи сейчас одним из самых таких успешных, что ли, ароматов Xerjoff, он не вызывает позитивной реакции. Далеко-далеко не всегда. И поэтому тебе нужно сделать все, что угодно, да, вопреки, в общем-то, мнению, желанию покупателя, как угодно, но нанести этот аромат на тело. Да, вот, не знаю, хоть тайком это сделать, да, чтобы человек, в общем-то, не слышал. И практически 95% случаев, когда дальше тот, кому ты нанес этот аромат, он либо возвращается в магазин и спрашивает, что это вы нанесли, да, либо там через день, через неделю звонит и спрашивает про это. Конечно, в этом удивительная сила ароматов, аромата Александрии, и причем точно так же это абсолютный бред с точки зрения продаж и маркетинга. Делать аромат, который практически не нравится вот с самого начала. And I translated what I told you and finish by another thinking that I think from the point of view from marketing side, it's absolutely crazy to create a fragrance which will not attract from the first second, yes, because most part of like commercial fragrances are done just to smell good from cash deck to exit of the store, yes, and nobody is thinking how it will be after, but this is, I think, a very good sign. Thank you very much for this fragrance. Okay, and maybe next
Next question is, I think, a little bit provocative. Yes, but I think it is interesting. И следующий вопрос Серджо Момо. Как вы знаете, в Серджо Момо есть два бренда. Это Xerjoff и Casamorati. И вопрос, в общем-то, прозвучал так. Спасибо тому, кто его задал. Да, это провокация, которую я всегда очень люблю. Это какие же ароматы Серджо все-таки любит больше? Xerjoff или Casamorati? Of course, there is no one brand which I prefer, because obviously they are both produced and created by Serджо. But what's important is that there are actually two different offers. There are two different brands. Ну что ж, на самом деле сложно, конечно, говорить Серджо. Невозможно сказать, какой из этих двух проектов, двух брендов я предпочитаю больше, да, Xerjoff или Casamorati, потому что каждый из них это плод, опять же, моего творческого начала, это плод моего вдохновения. Но на самом деле они просто очень разные, да, за ними скрываются совершенно разные концепции. So Xerjoff is a fairly new brand. It's not even 15 years old. Casamorati is from 1888. So it's something which comes from the Italian culture of perfumery, and so for the obvious reason tells a different story. Да, ну смотрите, разница хотя бы в том, что Xerjoff это еще относительно молодой бренд, нам еще даже 15 лет нет, да, в то время как Casamorati история относится к 1888 году, да, то есть ко второй половине 19 века, ну и, конечно, это определяет их совершенно особенные звучания и разницу между этими композициями, нотами и всем остальным, что здесь делается. Casamorati, of course, is witnessing, first of all, the history of the Italian perfumery, and also creating what I call the Mediterranean style of perfumery. While Serджо is actually experimenting 360 degrees. Ага. Ну что же, Casamorati, да, Casamorati – это бренд, который, конечно же, воплощает собой итальянскую культуру парфюмерии, и в основном все ароматы построены вокруг того, что я называю средиземноморскими нотами, средиземноморской группы нот. Да, то есть они весьма традиционны для итальянской культуры, в то время как Serджо – это, если хотите, вот такой вот эксперимент на 360 градусов, да, такой постоянный творческий поиск, постоянный творческий эксперимент. It's really interesting. That's why it's very difficult to compare them. Yes, it's true. And the next, ну что же, действительно, поэтому действительно сложно их сравнивать. Okay, the next question. И следующий наш вопрос, который вы задали, это какие же ароматы Серджо считает самыми женственными и привлекательными? About most feminine and attractive fragrances. That is a difficult question to answer for me, because I'm not a great believer in splitting the men and ladies fragrance. Although, of course, certain perfume are more indicated, at least traditionally, to men and some traditionally to women. Ну что ж, для меня всегда сложно отвечать на подобные вопросы, потому что я, честно говоря, говорит Серджо, не привык для себя разделять ароматы на мужские и женские. Ну, конечно же, есть у каждого, как правило, человека своя точка зрения на этот счет, да, что какие-то композиции считаются там более женственными, какие-то более мужественными, но все-таки это разделения нет. Times are changing very fast, and I think that if I was a lady, if I were a woman, I wouldn't be influenced by choosing a perfume which is telling me is for women or for men. I choose a perfume because I like it and suits me, and suits my character, and suits my style. So I think that is a little bit obsolete to split the gender. Ну и, конечно же, вот, говорит Серджо, времена меняются, и меняются очень-очень быстро. Если я поставлю себя на место женщины, то, наверное, сегодня я уже не буду выбирать для себя композицию, исходя из того, что кто-то решил, что она мужская или женская. Да? Я выберу тот аромат, который мне подходит, который мне нравится, и который я люблю. Поэтому, на мой взгляд, говорит Серджо, разделение вот уж точно на мужское и женское, это уже в прошлом, этого уже не существует.
It is very interesting. But you have fragrance under the name El and Om. True. That is actually the very first one that we created. The very first perfume was created El and Om. Very simple concept. And from that point onwards, if anybody smells all our collection, you will see that kind of a strong differences is not there anymore. Mm-hmm. And actually, I have a lot of ladies which actually are using Home. And I know a lot of ladies also who really likes Om. And one of these ladies near me. Yes, inside boutique. I'm not alone here, to be honest. Серджо говорит, я задал Серджо вопрос, ну как же, у него же есть аромат под названием Эль, то есть она, и Ом, мужчина. Да, и Серджо говорит, да, это были мои самые первые работы, и скорее это был вот как раз такой мой взгляд на то, какой должен быть аромат у мужчины и у женщины. Но при этом Серджо говорит, я с тех пор, он, в общем, позволял людям самим решать, какие ароматы они должны носить, я больше так не указывал. И более того, я, говорит Серджо, знаю очень много женщин, которые любят аромат Ом, и я согласился, в частности, вот здесь недалеко от меня тоже находится любительница аромата Ом, да, Xerjoff. Okay, thank you very much. And the next question is about Alexandria, about this blowing effect. Ну что ж, следующий вопрос у нас был про Александрию и про вот этот вот невероятно срывающий крышу эффект, как вы выразились, мы прям дословно Серджо перевели. Okay, if you have something to add to your story about Alexandria, or we'll go to the next question. I think we should go to the next one because I think we answered before. We don't have a lot of time left, so it's better to cover as many questions as possible. Окей, и следующий вопрос. Есть ли у Серджо какой-то особенный аромат, может быть, личный аромат, которым он, ну, ни с кем больше не хочет делиться? About fragrance which you don't want to share. No, really, no. I never think in that way. Like any form of art, like a painter, a musician, anything you do that you think should be shared, I think it's correct to share. So no, I don't keep anything for myself, no. Нет, говорит Серджо, у меня такого нет. И он говорит то, что здесь как художник, потому что когда художник, он создает какое-то произведение свое, будь то картина там, или скульптура, он в любом случае создает это для того, чтобы увидели это другие люди. Поэтому нет, у меня такого, что есть, например, аромат только для меня и больше для него, ни для кого, нет, такого не существует. Это не мой стиль работы, я так об этом никогда не думал. Okay, and the next question. Следующий вопрос. Какой аромат в коллекции Серджо самый стойкий аромат для мужчин? Я прям цитирую то, как этот вопрос был задан. И мы его объединили с еще одним вопросом. Насколько понятие стойкости вообще важно для работ Серджо? Well, we talked about men and ladies before. So the long-lasting obviously is a reaction of a high percentage of oil in the blend with alcohol. Ну что же, а разница между мужскими и женскими, точнее, об отсутствии этой разницы, потому что нужно выбирать аромат, который тебе нравится, мы говорили до этого. То, что касается понятия стойкости, да, аромата, то на самом деле все-таки определяющим здесь моментом является процент, то есть концентрация ароматических масел, которые используются в парфюмерии. So, as everybody knows, there are different olfactive families in perfumery. There is the floral, the citrus, the woody, the oriental, and so on. И при этом второе, наверное, грань стойкости, то, что, как все, безусловно, знают, то, что существуют разные олфактивные семейства, да, то есть ароматные семейства, там, цитрусовые, цветочные, древесные, восточные и так далее. So, some of these family are by nature no long-lasting. So, citrus by nature is no long-lasting, while anything which is resin, oud, tobacco, and vetiver, that is long-lasting, so by nature.
Ну что же, некоторые из этих групп, да, по природе своей, в общем-то, выветриваются достаточно быстро, например, цитрусовые, да, другие, такие как древесные, к примеру, компоненты, как ветивер, корни ветивера, они как раз наоборот будут очень-очень-очень стойкими. So every perfume which is actually an eau de parfum or a perfume, which is mainly woody and less citrus, is longer lasting by nature. But to carry on to answer to your question is a sign of quality? No, it's not. If you want to translate, then I come back on these topics. Окей. Ну что же, Серджо говорит, поэтому по природе своей, если там аромат более цитрусовый, он будет менее стойким, нежели аромат, основанный на древесных нотах или тем более на удовых нотах. Да, и возвращаясь, в общем-то, к вопросу, является ли стойкость аромата как знаком качества? Серджо отвечает определенно нет. Of course, it's very, Why no? yeah. Well, it is important when you spend a lot of money on a perfume, then it's a long lasting. That is very important factor, but not because of that you have the quality, and vice versa. Да, но, конечно же, Серджо говорит, важно часто, когда ты тратишь много денег на какую-нибудь композицию, да, то это здорово, если она будет стойкой, да, но все-таки стойкость не является в данном случае критерием качества. There are many beautiful blends done by many different houses, maybe sometimes are eau de toilette or body splash or even parfum, which are not long lasting, but yet the blend and the quality is excellent. And so we should not confuse the two matters. Существует очень много, говорит Серджо Момо, композиций, которые созданы там разными брендами, да, и которые просто великолепны по своему звучанию, но в силу своей природности, да, то есть в силу того, что они используют компоненты из менее стойких, к примеру, олфактивных групп, они могут быть не столь стойкими, да, это могут быть там туалетные воды или даже ароматы, там, воды какие-то для тела, или даже духи, все равно, если они используют, например, какое-то количество цитрусовых большое, то они не будут столь стойкими. Поэтому это не влияет на красоту самой композиции. Поэтому красота композиции, то, насколько гармонично она сделана, то, насколько гармонично она создана, и непосредственно стойкость, все-таки эти вещи, они не всегда пересекаются. Это точно. Yes. Okay. And I think we have only 7 minutes. That's why maybe yes. Next question. Somebody's asking me which perfume I wear. Okay. Very quickly. Of course I wear most of my perfume because I like to smell them again and try them again and see what has been done previously. But most of the time I wear new perfume which I'm working on. Ага. Да, Серджо захотел ответить на вопрос, который увидел в чате. Да, какой же аромат Серджо носит? И Серджо ответил то, что в большинстве своем он носит те ароматы, над которыми сейчас работает. Да? То есть, чтобы обнашивать. Конечно же, он носит и другие ароматы своего бренда, своих брендов, для того, чтобы понимать, как меняются их звучание и восприятие. Sorry. So only when I travel, as a tradition, I wear home. But only when I travel. When I work and I stay in Italy, I use everything, all my collection. И, пожалуй, если вот конкретизировать, Серджо говорит, что только когда я где-то путешествую, я традиционно ношу аромат под названием Ом. Ом, который вот один из самых первых сделанных Серджо. В то время, когда я в лаборатории, в офисе, когда я работаю, я ношу, как правило, новые ароматы, над которыми я работаю в данный момент. And I think it's very good way bridge to the next question, yes. И следующий вопрос. Продолжает ли Серджо работать вот в этой карантинных условиях, да? И над какой формулой сейчас работает Серджо? Yes, of course. I mean, actually, during the quarantine, I find myself to have more time for obvious reason to work on new projects. Да, и, конечно, я продолжаю работать, говорит Серджо. Более того, я даже обнаружил то, что у меня больше времени для того, чтобы непосредственно сосредоточиться именно на создании ароматов. So, yes, I'm working on many projects. There were supposed to be many projects to be launched this year,
but unfortunately they're going to be delayed for obvious reason. And at the moment, as I said, we are working on many projects. One is on a spirits project. So we have a Join the Club project that hopefully will be released between this year and next year. And Конечно, for the Spirits Club. Да, конечно, пришлось некоторые, в общем-то, проекты, которые мы планировали воплотить вот в самое ближайшее время, отложить из-за тех условий, которые есть, но зато получилось сосредоточиться над доведением до ума, над доработкой там целого ряда других формул, других проектов. В частности, вот несколько позже мы запустим новый аромат, посвященный такому мистическому клубу, спиритическому клубу из коллекции Join the Club. It's very, very interesting. Spiritual, we will... No, spirits as a drink, as a whiskey, as a drink. Gin, I thought that it will be spiritual, like... No, more down to earth. Down to earth, you know. Вот проблема перевода сработала в самом конце, да. Серджо под словом spirits имел в виду не спиритическое, не что-то одухотворенное, а скорее наоборот, весьма приземленное. Это алкоголь, это как раз оттенки, такие как оттенки виски, например. Вот. Okay, it's much more closer to me than spirits from other dimensions. Okay, Sergio, I think we almost have finished time. Sergio, for me, it was a great pleasure to meet you. Likewise. And for me, it's a great, thanks God, I have opportunity to work with a perfumer like you, with so creative and without compromises. And you know my attitude that I'm always inspired in my work by your creations also. And thank you for everything what you are doing for perfumery in whole. Ну что ж, Серджо, спасибо большое за этот эфир, спасибо большое. Я Серджо сказал то, что его работа, на самом деле, в том числе меня вдохновляет вообще, да, на работу. Я счастлив, то, что мне удается, есть возможность работать с такими людьми, с такими парфюмерами, как Серджо Момо. И спасибо за все, что он делает для парфюмерии в целом. Okay. Well, thank you, Elia, for today, and obviously for all the years back that you've been helping a lot, Xerjoff, in Russia. A big thank you to you and to all the team, to the All Molecule team. Thanks for everybody which has been joining today. It's been fantastic, not just from Russia, all the Russian friends, but also from all around the world. So I think it was a fantastic chat and a very good Sunday break. Thank you very much indeed. Спасибо вам большое, спасибо за то, что вы присоединились к нам, и действительно фантастический чат, спасибо всей команде Molecule, и напоминаю то, что с ароматами Xerjoff всегда сможете ознакомиться в проекте Molecule 24/7 онлайн, molecule.ru, где вы сможете купить. Okay, Sergio, keep healthy, see you as soon as possible. Пока. Пока-пока.